Всем привет! Это проект Power Device, и мы, как всегда, здесь говорим о различных фишках и настройках Android-телефонов. В этом видео на примере своего телефона Redmi Note 13 Pro Plus я хочу показать вам топ полезных настроек, которые должен выполнить каждый новый пользователь телефонов Xiaomi. А также, конечно, это видео подойдет и для опытных пользователей. Но все же акцент данного видео будет на том, как с нуля настроить свой телефон и какие топовые настройки на нем выполнить. В общем, если вы недавно купили свой телефон Xiaomi, то проделывайте все эти настройки вместе со мной. Если вы уже давно пользуетесь своим телефоном, то обязательно проверяйте, все ли настройки у вас выполнены. Сразу отмечу, что настройки будут варьироваться по значимости. Будут как простые настройки, так и очень важные. Первое, что я делаю на своем телефоне Xiaomi, захожу в настройки, вкладка Google, нажимаем три точки, использование и диагностика. Если галочка включена, то снимаем ее. Шагаем назад. Далее, друзья, смотрите, если на вашем телефоне обновлены компоненты Google, то ваше меню будет выглядеть так. Это может быть, к примеру, как 13-й Android, так и 14-й. Такие обновления компонентов могут приходить сами. Также можете зайти в состояние защиты, обновление системы через Google Play и проверить, есть ли здесь обновление. Также обновление можно проверять в Google Play. Нажмите на свою иконку, настройки, о приложении, обновить Google Play. Конечно, все это на 100% не гарантирует, что на вашем телефоне обновятся сервисы так же, как и у меня. Но если у вас такое меню, зайдем в сервисы, реклама, конфиденциальность в рекламе, темы объявлений, снимаем эту галочку. Реклама, предлагаемая приложениями, выключена. Оценка эффективности рекламы также отключаем. Если хотите, можете изучить каждый пункт отдельно, но здесь примерно одно и то же. Приложения и рекламодатели могут запрашивать у Android информацию, то есть информацию с вашего телефона. Также, если у вас долго была включена эта галочка, нажмите «Сбросить данные оценки». Далее шагаем назад, сбрасывать рекламный идентификатор не нужно, удалять его также не нужно, а вот ввести журнал отладки нужно отключить. Далее на своем телефоне я захожу в звонилку. Нажимаю здесь три точки, настройки, специальные возможности, активирую шумоподавление. Это функция подавления фоновых шумов во время разговора. Она хорошо работает. Отмечу, что не на всех моделях телефонов она есть, к сожалению. Теперь шагаю назад, захожу в ООН и спам. Активирую здесь галочку «Фильтровать спам-вызовы». Теперь зайдем в приложение «Безопасность», нажимаем шестеренку, антиспам и убедитесь, что у вас дополнительно включена эта галочка. В том же приложении «Безопасность» я еще раз нажимаю шестеренку, спускаюсь вниз и снимаю галочку «Получать рекомендации». И на всех своих телефонах Xiaomi я делаю следующее. Захожу в управление питанием, экономия энергии, в самом низу включаю «Использовать по расписанию». Здесь выставляю, например, 12 ночи, а отключение в 8 утра. Таким образом, экономия энергии будет автоматически включаться в данные часы. И поверьте, от этого для телефона только плюс. В это время он чуть меньше нагружается, что слегка продлевает его жизнь, а также есть небольшая экономия энергии. Дальше в безопасности спускаемся вниз. Заходим «Передача данных», «Сетевые подключения», три точки, «Фоновые подключения». В первую очередь находим приложение MSA и отключаем его. Также здесь смело можно отключить Meta App Manager. Это менеджер иностранных компаний, он нам не нужен. Также здесь я отключаю Meta Services, карусель обоев, Mi Video, Mi Browser и Mi Store. Друзья, я знаю, что многие скажут, мы вообще удаляем данные приложения со своих телефонов. Да, это так, я также их смогу удалить, но не все пользователи будут этим заморачиваться, ведь там нужна определенная программа в телефоне и дальнейшие действия по настройке. Поэтому мы с данными приложениями действуем немного проще, но мы также их хорошо глушим. Двигаемся далее, зайдем в настройки, приложения, все приложения, нажимаем здесь три точки, настройки, снимаем галочку «Получать рекомендации». Теперь в основных настройках телефона проследуем в пароле и безопасность. Внизу доступ к личным данным, снимаем галочку на Mi Video, на встроенном приложении MSA и MIUI Diamond. Следующим шагом в основных настройках зайдем в приложение. Разрешение,
Автозапуск в фоновом режиме. И если у вас новый телефон, то будут включены такие галочки, как карусель обоев, Google кошелек и WhatsApp. Все их нужно отключить. Лично я у себя оставлю только приложение «Погода». Это не родное приложение «Погода», а «Погода» от Samsung. На своем канале я уже показывал, как установить данное приложение на все Android-телефоны. Далее также отключение немаловажной функции. Зайдем в настройки, цифровое благополучие и родительский контроль. Данная настройка полезна для родителей, когда они хотят узнать, сколько времени их ребенок проводит в телефоне и так далее. Это приложение ведет статистику, записывает всякие журналы и действия. Тем самым сажается батарея и отнимаются ресурсы. Если вам это не нужно, нажимаем 3 точки. Управление данными, использование телефона за весь день, снимаем эту галочку. Закрыть доступ в настройках. И здесь, друзья, нас перекидывает в нужные настройки. Первым делом находим приложение Analytics, снимаем с него галочку «Это за компанию», а потом уже заходим в цифровое благополучие и делаем то же самое. Такие приложения, как MSA, мы практически заглушили, но еще можно зайти в Play Market, наш аккаунт. Сперва зайдем в управление приложениями и устройством. Иконка счета «Вредоносные приложения». Нажимаем шестеренку. У Play Market есть свой антивирус, и отключить его можно вот здесь. Кто-то снимает эту галочку, и батарея на его телефоне держит немного дольше. Лично я на своих телефонах эту галочку не снимаю. Я много работаю с приложениями. Вдруг попадется какой-то вирус. А вот помочь улучшить защиту, отправлять неизвестные приложения в Google для анализа я отключаю. По сути, это сбор данных. Далее в настройках нашего аккаунта заходим в «Справка и отзыв», «Поиск по справке». Пишем удаление, находим такую строку, как удалить приложение с устройства Android. Заходим сюда. Находим строку, нажмите, чтобы перейти в настройки приложений. Нажимаем. Еще показать системные процессы. Во-первых, в этом меню можно удалить некоторые приложения от Xiaomi, которые предустановлены на вашем телефоне. Не буду сейчас все их показывать, просто найдите такое приложение, если у него есть кнопка «Удалить», то просто удаляем его. И также у себя на телефоне я нахожу MIUI Daemon. Отключить его полностью нельзя, я захожу в хранилище и кэш, нажимаю «Очистить хранилище». Далее питание и производительность ставлю ограниченно. Все то же самое с приложением MSA. Analytics делаю то же самое. В этом же меню приведу пример с удалением. Например, я удаляю карусель обоев. Нажимаю «Удалить». Это приложение мне точно не нужно на телефоне Xiaomi. Дальше еще раз можно зайти в Play Market. В поиске попробуйте найти Google Play фильмы или Google TV. Это предустановленное приложение от Google, оно нам точно не нужно. Удаляем его. Также найдите Google Meet, это приложение от Google для видеообщения. На всех этих приложениях обязательно нажимаем 3 точки, снимаем галочку «Автообновление». И смотрите, некоторые из этих приложений полностью не удалятся, удалятся только обновления. Хотя бы сделайте это. А некоторые удаляются полностью. Это зависит от вашей системы. Еще я удаляю календарь от Google, 3 точки, автообновление снимаем, нажимаем «Удалить». У нас есть хороший родной календарь Xiaomi. Google новости, снимаем автообновление, удалить. Если что, это вообще отдельное приложение, и оно никак не связано с лентой от Google. Google подкасты. И, конечно, на телефонах Xiaomi стоит зайти в такие приложения, как музыка. Идем в настройки. Расширенные настройки. В самом низу снимаем галочки «Показывать рекламу» и «Рекомендации». Далее приложение темы. Иконка в правом нижнем углу, шестеренка. Снимаем галочку «Показывать рекламу», а также я снимаю персональные рекомендации. И, конечно, на новые современные телефоны Xiaomi я рекомендую устанавливать вот такие функции. По умолчанию из коробки данные функции не идут. Все это вы сможете найти на моем канале. Все полезные обновления, файлы и всю информацию я выкладываю в свой телеграм-канал Power Device. Подписывайтесь, ссылка будет в описании под этим роликом. Друзья, если я забыл выполнить какие-то важные настройки, пожалуйста, упоминайте об этом в комментариях. А также задавайте свои вопросы, постараюсь помочь. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.